Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами хотим поговорить о вещах и предметах, которые никогда и никому нельзя одалживать при любых обстоятельствах, как бы вас люди не просили. Что это за предметы и почему именно эти предметы попали в список запрещенных, далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна, а также тех, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, какие же вещи нельзя давать из дома, или вы можете потерять все в своей жизни? Многие из нас думают о том, что если мы одолжим соль или займем деньги до зарплаты, то, казалось бы, это обычная практика, и вы должны понимать о том, что есть вещи, которые никогда нельзя одалживать даже самым близким людям, как бы это банально не звучало. Потому что мы все стараемся быть хорошими друзьями, внимательными родственниками и радушными соседями. И не зря считают, что у нас, у славян, самая щедрая душа, потому что мы готовы отдать последнюю рубашку для того, чтобы помочь своему ближнему. Но есть вещи, которые ни в коем случае нельзя одалживать, даже если об этом вас просит просящий, и это может быть ваш самый-самый близкий родственник. Почему? Дело все в том, что вам их больше эти вещи не вернут, сломают или потеряют. Но последствия от того, что вы дали эту вещь, могут быть куда печальнее. Итак, что же нельзя одалживать? И на первом месте, друзья, это соль. Вы прямо сейчас, наверное, спросите, ну а что случится, что произойдет такого, если одолжить соль? Вы знаете, соль на самом деле это сильнейший энергетический компонент, который отрицательно может повлиять на наличие удачи в вашей жизни, привлечет болезни и всевозможные финансовые расходы. Поэтому, когда вы передаете соль в чужие руки, вы отдаете свою энергетику и опустошаете себя. А взамен, к сожалению, вы получаете только негатив и неприятности в своем доме. А вот завистливые люди и вовсе могут воспользоваться вашей солью с целью нанесения порчи, сделав и проведя определенные ритуальные обряды. Поэтому, чтобы обезопасить себя, рекомендуем продать соль. Пусть это будет буквально пару копеек, но обязательно, как бы вас ни просили, всегда соль можно только продавать. И берете деньги и говорите «оплачено». Это будет достаточно, чтобы не передавалась никакая энергетика ни в одну сторону и ни в другую. Далее, что ни в коем случае нельзя одалживать, это личные вещи. Вы должны понимать о том, что ваши личные вещи, вне зависимости, это кофточка, или это свитер, или это платьице, они заряжаются нашей энергетикой. Поэтому никогда не спешите давать свои личные вещи родственникам, друзьям, потому что в обмен вы можете получить их проблемы и их болезни. Это касается одежды, обуви и даже всевозможных украшений. Даже если это украшение или какой-то аксессуар, самый-самый дешевый. Потому что, дав поносить это другому человеку, вы можете легко подарить ему судьбу, предназначенную вам. Поэтому задумайтесь перед тем, как вы кому-либо что вы планируете отдать даже буквально на полчаса. Далее посуда. Вы должны понимать, что столовая посуда это вообще сами по себе, как, знаете, как семейные вещи, которые заряжены энергетикой вашего дома. Поэтому давать посуду в пользование другим все равно, что делиться частью своей энергии. Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда способна привести к утрате здоровья, к приобретению новых проблем, страхов и конфликтов с близкими людьми. При этом, даже если вы проживаете с кем-то на одной территории, ну, например, в общежитии, пользоваться одними и теми же столовыми принадлежностями можно без опасений за свою судьбу.
Еще один маленький момент, о котором многие знают, но очень часто пренебрегают этим. Нельзя держать в доме испорченную посуду, то есть посуду со сколами, с какими-то трещинами, с деформацией. Потому что такая посуда, она притягивает негатив. А вы, как ее обладатель, сами себе даете психологическую установку на разбитую жизнь. И помните, одалживая посуду, в том числе вы, если гость решит в вашем доме помыть или даже просто прибраться, это также приводит к нищете и к возникновению тех проблем, которые, может быть, до этого вы даже могли и не предположить, что они могли быть. Следующее, что нельзя одалживать, веник или все то, что подходит у нас под понятие подметания в доме или связанное с уборкой. Почему? Потому что веник в далеком прошлом считался атрибутом черной магии и колдовства. И ведьмы часто использовали в своих обрядах и ритуалах. И в народе даже сложилась такая примета, что веник, переданный в чужие руки, лишает дом и хозяина защиты. Далее, что нельзя ни в коем случае давать, это последний кусок хлеба. Конечно же, хлебом делиться можно, но здесь нужно выполнять определенные правила, которые вам нужно просто помнить и знать. Нельзя хлеб передавать через порог, отдавать на закате и принимать обратно хлеб также на закате. Помните о том, что последний кусок хлеба это только для хозяина. Его нельзя никогда отдавать, иначе вы отдадите свое благополучие и процветание. И будем говорить еще о том, что если вы отдаете последний кусочек хлеба в доме, вы таким образом не только кусок хлеба отдаете, но и таким образом вы привлекаете в свой дом нищету. По крайней мере, многие люди советуют не отдавать хлеб после заката солнца или через порог. И, друзья, хотим еще вернуться к украшениям. Особенно те украшения, которые есть с камнями. Потому что именно украшения с камнями, с полудрагоценными, с драгоценными, считается, что они мощные накопители энергетики своего хозяина, которая передается следующему носящему человеку. А это значит, что вы можете запросто отдать свою удачу. Чужих украшений, пожалуйста, избегайте, ну или хотя бы перед ноской специально очистите их. Следующее, что нельзя одалживать, это деньги. Конечно, мы здесь не имеем в виду, что все деньги нельзя давать в долг. Чтобы дать деньги в долг и самому не попасть в просак, упав на дно финансовой ямы, необходимо опять же соблюдать определенные правила. Не передавайте деньги перед Новым годом. Не одалживайте никогда деньги в свой день рождения и не давайте в долг, когда Луна находится в фазе убывания. Также никогда деньги не передавайте после захода Солнца, во время церковных праздников, а также по понедельникам и воскресеньям. Потому что все это приводит к личным денежным потерям. Еще не следует давать взаймы последние свои деньги. Во-первых, это как бы логично, потому что вы сами остаетесь без средств к существованию. Во-вторых, этим вы сами расстанетесь со своей удачливостью. Поэтому также будьте внимательны к тем людям, которые просят у вас в долг. И никогда не занимайте тем, в ком вы не уверены, потому что это очень важно. И прислушивайтесь к своей интуиции. Но обращаем ваше внимание, если вы займете деньги богатому человеку, который ответственный, который пунктуальный, который знает, как зарабатывать честным трудом деньги, то он вам, когда вернет вам деньги, он вам их вернет вместе с частичкой своей успешности. И так вы сможете привлечь богатство.